Трамп допустил, что Украина может не выжить, а в украинском парламенте заявили, что Зеленский ведет страну к проигрышу или капитуляции. Детали скандальных заявлений. План Европы – продолжительная война на территории Украины. В Киеве раскритиковали немцев за официальное признание. Мир в ЕС ценой жизни украинцев. Громкий скандал. Катастрофа под Курском. Западная пресса заявляет о тяжелом положении для ВСУ. Россияне заявляют о возврате нескольких населенных пунктов под свой контроль. США бьют ограничениями по украинским F-16. Белый дом ставит требования Зеленскому, а в Украине предлагают Европе атаковать Россию через Беларусь. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Украине может настать конец, даже если США продолжат поддерживать ее своей военной помощью. О том, что страна может не выжить, заявил Трамп в интервью Fox News. И эти слова широко разлетелись по миру. Таким был его ответ ведущей, когда та спросила президента, спокойно ли он относится к утверждению, что без поддержки Америки Украина может не выжить. Трамп при этом вновь рассказал о своем отношении к Зеленскому и Путину. Для американского президента Зеленский сильный и умный парень, но неблагодарный. Тот, который брал деньги у США так, будто отбирал конфеты у ребенка. Это была цитата. А вот с Путиным Трамп ладит, но говорит, что с Россией он был очень жестким. Вы приняли окончательное решение о новых санкциях или тарифах против России, и когда они могут быть введены? Мы рассматриваем разные варианты. У нас впереди большие встречи, как вы знаете, в Саудовской Аравии. Россия будет частью этих обсуждений. Украина тоже. Посмотрим, удастся ли нам что-то сделать. Хотелось бы. На этой неделе в Украине погибло много людей, как украинцев, так и россиян. Думаю, все хотят, чтобы это закончилось. Уверен, что на этой неделе мы добьемся значительного прогресса. Посмотрим, что будет со всей этой российско-украинской историей. Я думаю, что в конечном итоге, а может быть и не в далеком будущем, на этой неделе из Саудовской Аравии придут довольно хорошие результаты. Я думаю, Украина подпишет соглашение о полезных ископаемых, но я хочу, чтобы они захотели мира прямо сейчас. Прямо сейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы. Но я думаю, что они это сделают. И я думаю, что это станет очевидным в течение следующих 2-3 дней. Рассматривали бы вы возможность снятия паузы в разведывательной деятельности по Украине? Скажу так, мы практически уже это сделали. Практически. Кроме того, мы хотим сделать все возможное, чтобы Украина всерьез взялась за достижение результата. Трамп также вновь отправил сигналы Путину и Зеленскому: войну пора заканчивать, но для этого, далее цитата, нужны двое. То есть за столом переговоров должна оказаться и Москва, и Киев. Аналитики продолжают рассуждать, как долго может продержаться Украина без американской помощи. А западная пресса пишет, что США прекращают даже поддержку украинских F-16. В частности, Украину лишили комплектующих для этих истребителей, и из-за этого уже есть проблемы. NBC News вообще сообщает, что даже когда Зеленский подпишет соглашение о редкоземельных металлах, то помощи от Америки все равно не видать. Аппетиты Трампа растут. Он будет требовать, чтобы Киев пошел еще и на уступки. И требования жесткие, вплоть до того, что Зеленского попросят на выход. Трамп хочет, чтобы сделка, которая дала бы США долю в минеральных ресурсах Украины, была подписана. Но он также хочет увидеть изменения в отношении президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, заявили официальные представители, включая готовность пойти на уступки, такие как передача территории России. По словам официальных лиц, Трамп также хочет, чтобы Зеленский предпринял какие-то шаги в направлении выборов в Украине, возможно, ушел с поста лидера своей страны. Сам же Зеленский, как вы помните, говорил, что убрать его с поста президента будет непросто, но он готов уйти, если Украину возьмут в НАТО. Издание «Таймс», например, уже пишет, что Зеленский стал препятствием на пути к миру. Авторы издания говорят, что так его назвал один из министров Великобритании. Партнеры считают Зеленского неудобным для заключения мирного соглашения с Россией, поскольку он категорически не доверяет Путину и не согласится на то, что будет означать капитуляцию для Украины.
О капитуляции заговорили и в Верховной Раде. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко отреагировал на заявление вице-президента США Джей Ди Венса, который в соцсетях пожаловался, что проукраинские протестующие преследовали его во время прогулки с дочерью и кричали «Слава Украине!». Произошло это в США. Гончаренко считает, что это в корне неправильно. У нас сейчас есть 3 варианта: мир, проигрыш или разгром и капитуляция. К сожалению, власть ведет нас ко 2-му и 3-му варианту. Чего мы добьемся, пытаясь атаковать 3-летнюю дочь Венса? Он изменит свою позицию и начнет посылать нам все оружие, которое есть в США. Просто скажите. Мне интересно. Как это работает? Давайте не делать глупостей. Без США ничего невозможно. Ничего. Нам нужно не ссориться с администрацией Трампа, а пытаться наладить сотрудничество. Мы уже поссорились, получилось не очень. Добавлю, что Венса при этом упрекнули во лжи. Пользователи соцсетей опубликовали видео протеста на улице, где живет Венс, и оказалось, что никто к нему не подходил и не преследовал. Люди находились вдали, была полиция, которая блокировала подходы, и вообще Венс якобы сам подошел к ним с ребенком. Но и не только о Венсе говорят в Верховной Раде. В украинском парламенте шокированы заявлениями из Европы. На слуху циничное признание главы немецкой разведки Бруно Каля. Тот намекнул, что чем раньше война закончится в Украине, тем быстрее проблемы придут в Европу. В частности, он сказал, что если эта война закончится до 2030 года, то Россия скорее станет угрозой для Европы и попробует испытать единство ЕС. Также возможно, что конкретная угроза или попытка шантажа со стороны России против европейских государств произойдет раньше, чем предполагали до сих пор. Более раннее время завершения войны в Украине позволило бы россиянам перенаправить энергию туда, куда им больше всего хочется. Против Европы. Одной из первых на это заявление отреагировала всем известная Юлия Тимошенко, о которой, кстати, на днях активно писала западная пресса. В частности, что США ведут с ней переговоры и видят в ней, а также в Порошенко, политиков, которые более сговорчивые, нежели Зеленский. Так вот, Тимошенко раскритиковала немцев за такое заявление. Намекает, что это чистосердечное признание. Это сенсационное заявление сделал сегодня глава немецкой разведки Бруно Каль, чем впервые официально подтвердил то, во что нам так не хотелось верить. Ценой самого существования Украины и ценой жизни сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за бессилие России ради безопасности в Европе. Не думала, что об этом решаться сказать настолько официально и открыто. Это многое объясняет. Тимошенко призвала к завершению войны, но на справедливых условиях. Кстати, отреагировали на заявление главы немецкой разведки и в Совете нацбезопасности и обороны Украины. Там считают, что войны с россиянами европейцам не избежать, а немцы настолько ленивы, что не могут сделать даже свои ракеты быстрее, чем надо. Речь о дальнобойных «Таурус». Гончаренко, которого я уже упоминал в выпуске, заявил, что Европа и НАТО сами себя смогут защитить. И если они сильно переживают о нападении россиян, то могут напасть первыми, например, через Беларусь. А Украине и украинцам не надо спасать Европу. Спасать надо только себя, уверяет Гончаренко. Как вам такие заявления немцев и что думаете о реакции Украины? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением под этим видео. Не забудьте нажать на колокольчик, подписаться и поставить лайк. И теперь о ситуации в Курской области. К ней приковано особенное внимание как в РФ, так и в Украине. Западная пресса также пишет о событиях в российском приграничье. Ситуация там становится критической. Без военной поддержки США украинские войска вынуждены отходить, а российская армия наступает. Financial Times пишет, что Москва может отрезать ключевой коридор снабжения между Украиной и городом Суджа, который ВСУ взяли в прошлом году. Беспилотники «Камикадзе» накрывают дороги, снабжение под угрозой. Эксперты предупреждают, если ситуация не изменится, то ВСУ рискуют потерять до 2/3 занятых территорий. Впрочем, украинские войска используют новые тактики, дроны заменяют артиллерию, а тяжелая техника выходит на поле боя лишь в редких штурмовых операциях. Мониторинговый канал Deep State подтверждает,
Армия РФ уже находится в Мартыновке и Малой Локне и окрестностях. Украинские военные паблики пишут, что российская армия вклинилась на 500-700 метров от государственной границы между селами Журавка и Басовка в Сумской области. Российские военные паблики пишут о том, что под контролем ВС РФ уже 8 населенных пунктов под Курском. В большую часть зашли буквально за 2 дня. Напомню, что Зеленский ранее заявлял, что Курщина – важный козырь в переговорах с Кремлем. Но хватит ли у Украины сил удержать эту территорию? Как считаете? Больше новостей за неделю собраны в плейлист. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если хотите поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи!